Глава 1001. Мастер рассеянного ветра. Вот как. Не знаю, чем мои ученики вас обидели, брат Чжэнвэй, но не могли бы вы оставить их наказание для меня? Внезапно раздался равнодушный голос, за которым следовали разноцветные полоски света. В мгновение перед ними появились старейшины секты священного яда. Тот, кто говорил, смотрел на силуэт красного света. К большому удивлению присутствующих, властный культиватор, который только что насмехался, увидев их прибытие, и сказал жалким тоном: «Значит, брат Хуа на самом деле здесь. Кажется, мне не хватает манер. Я просто пошутил, стал бы я их на самом деле запугивать». Его отношение резко изменилось. Внезапно послышался дикий смех, и появилось 5 белых силуэтов во вспышке яркого света. Значит, это господин Даосист Чжэнвэй, выдающийся мастер рассеянного ветра. Теперь, при личной встрече я вижу, что твоя репутация вполне заслужена. Несокрушимые чевкающие демоны. Значит, это брат Сань из секты рассеивающийся инь. Тревожно проговорил культиватор в красном свете. Ты мне льстишь, брат Чжэн. Твоя репутация ничуть не ниже моей. Сказал старый дьявол Цань. Эти слова были правдой, мастер рассеянного ветра был известной личностью в Великой империи Цзинь. Однако он прославился не своей силой или выдающимися техниками. Он был известен как безнравственный обманщик. Столкнувшись с более слабыми противниками, он вел себя как бесчувственный злодей и использовал их в своих интересах. Таким образом, он многих оскорбил, включая даже некоторых культиваторов зарождающейся души. К сожалению, он был бродячим культиватором на ранней стадии зарождающейся души, который использовал легкую технику культивации. В прошлом он натолкнулся на древнее великое сокровище — мировые летающие сапоги. Активируя их на полную силу, он мог сбежать даже от культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Кроме того, он позже культивировал много странных секретных техник, сосредоточенных на выживании, и избегал оскорблять культиваторов на средней и поздней стадиях зарождающейся души. В результате он смог свободно путешествовать, несмотря на то, что он был одной из самых известных фигур в Великом Цзине. Великий старейшина секты священного яда Хуа Тиньци не мог сказать о нем ничего хорошего, но старый дьявол Цань казался весьма заинтересованным. Перед лицом великого старейшины секты рассеивающийся инь мастер рассеянного ветра улыбнулся и начал медленно отступать, как мышь перед кошкой. Когда старый дьявол Цань увидел поведение мастера рассеянного ветра, он потерял интерес и вместо этого снова заговорил с Хуа Тяньки веселым тоном: «Брат Хуа, твоя секта охраняет это место, чтобы не впускать посторонних». Хуа Тиньци сделал паузу, а затем ответил мерцающим взглядом: «Брат Сань, должно быть, шутит. Наша секта священного яда не посмела бы заблокировать тебя или любую другую секту. Я только хотел сломать ограничительную формацию, чтобы все остальные могли войти внутрь. Это было сделано для того, чтобы никто из братьев-культиваторов не стал жертвой этой злобной формации». Старый дьявол Цань холодно усмехнулся и сказал: «А тогда прошу прощения. Кажется, я неправильно понял благие намерения вашей секты. Однако, эта простая иллюзия — ничто для меня. Не возражаешь, если я сразу же войду?» Сказав это, его демоны медленно приблизились. Хуа Тиньци быстро ответил: «Нет проблем. Если брат Сань может войти, я не стану тебя останавливать». Сказав это, он приказал своим ученикам расступиться. Хотя другие члены секты были озадачены этим, они доверяли ему и не смели ничего сказать против. В результате ученики формирования ядра послушно отступили в сторону. «Тогда я пойду вперед. Старый дьявол Цань испустил какофонический рев, а его демоны смело ворвались в барьер белого света. В мгновение оксиял синий свет, и силуэты исчезали в пустоте. Когда барьер снова успокоился, Хуа Тиньци повернулся к другим культиваторам, на его лице закрутились светящиеся зеленые пятна, и он медленно сказал: «Если кто-то еще хочет войти, я не стану останавливать». Его действия заставили агрессивную группу переглянуться между собой в смятении. Даже коварный мастер рассеянного ветра скрылся в толпе, не смея принять его предложение. Они чувствовали негодование по поводу того, что секта священного яда присвоила проход, но теперь, когда внутри уже находился культиватор на поздней стадии зарождающейся души, они колебались. Независимо от того, как быстро иллюзорная формация будет сломана, если они войдут, а старый дьявол Цань нанесет по ним удар, они совершенно не смогут защитить себя. При виде этого Хуа Тиньци усмехнулся и больше не обращал на них никакого внимания. Затем он повернулся к своим ученикам и приказал: «Вы больше не будете охранять это место, поэтому возвращайтесь на поверхность. Остальные старейшины и я отправимся первыми». «Да, великий старейшина». 8 учеников формирования ядра секты священного яда поспешно поклонились и поднялись обратно.
С криком 4 культиватора секты священного яда вошли в иллюзорную формацию и исчезли. После этого вспыхнул шум. Большинство культиваторов были одиночками. Самые большие, они пришли группами из 2 или 3 культиваторов формирования ядра, но ни у кого не было достаточно большой силы, чтобы войти. У одиночных культиваторов зарождающейся души тоже было задумчивое выражение. Теперь, когда на входе не было препятствий, ситуация накалилась. Мастер рассеянного ветра обнаружил в толпе громоздкого человека и сказал: «Господин дассист, может, отправимся вместе?» «Вместе? Прошу прощения за мой отказ. Однако, я рад встретиться с тобой, учитывая твою великую репутацию». Крупный культиватор зарождающейся души закатил глаза, говоря саркастическим тоном. Мастер рассеянного ветра не принял его отказ близко к сердцу и ответил спокойным тоном: «Господину даосисту не стоит быть таким отстраненным. Помимо нас двоих, здесь есть еще 3 бродячих культиваторов зарождающейся души. Может, пойдем все вместе? Таким образом, нам нечего бояться других, кто уже внутри». Крупный мужчина чувствовал соблазн, но репутация мастера рассеянного ветра была слишком отталкивающей. Он фыркнул и сказал: «Может, ты сначала соберешь остальных, а затем снова спросить меня?» «Ничего, они обязательно согласятся». Он хлопнул себя по груди и подлетел к старику, светящемуся фиолетовым светом, к большому недоумению большого человека. Прежде чем старик успел среагировать, мастер рассеянного ветра дружелюбно улыбнулся: «Господин даосист, не желаете войти вместе? Я уже договорился с другим господином даосистом, чтобы найти еще 3 человек. Вы готовы присоединиться к нам?» Старик нахмурился и холодно посмотрел на него, а затем повернулся к любопытному взгляду на большого человека. Когда их взгляды встретились, он вдруг что-то понял и слегка улыбнулся. Вскоре 5 незнакомых бродячих культиваторов вместе вошли в иллюзорную формацию и скрылись из виду. Хань Ли в настоящее время просматривал окружение своими глазами духовного прозрения, сверкающими синим светом. Теперь он оказался в ловушке в иллюзорном пространстве, где его окружали разноцветные облака. Кроме них здесь больше ничего не было. Это место слишком странное. Я не могу вылететь или обнаружить никаких ограничений. Кажется, это не иллюзорная формация. Неужели я действительно попал в ловушку? Пробормотал Хань Ли с кислым лицом. За несколько дней до этого его группа обнаружила валун рядом с лестницей, где росла редкая духовная трава. Старик Фу с нетерпением вышел сорвать ее, но активировал какое-то ограничительное заклинание. В результате Хань Ли увидел, что его окружение загорелось, а затем он появился в этом месте один. 2 других нигде не было видно. Хотя он не был на том же уровне, что и великий мастер ограничительных заклинаний, он провел довольно много исследований странных древних формаций, и поэтому сначала был напуган. Но вскоре он пришел в себя. Он даже не был уверен, что это иллюзия. Он знал, что независимо от того, как далеко летел, все оставалось совершенно одинаковым. Он также использовал свои глаза духовного прозрения, но все безрезультатно. Он также использовал свои магические сокровища, но удары уходили вдаль, а затем исчезали. Казалось, бесполезно пытаться проводить еще более сильные атаки. Потратив много времени на пребывание здесь, Хань Ли не добился ни малейшего прогресса и в итоге решил остановиться на какое-то время. Он закрыл глаза и погрузился в медитацию, просматривая в памяти многие древние заклинания, которые он изучал, пытаясь найти ограничения, подобные этому. Время шло, его фигура оставалась неподвижной. В конце концов, он медленно открыл глаза и взглянул на яркие облака, которые его окружали. Со странным выражением на лице он щелкнул языком и пробормотал: «Вот как». Глава 1002. Случайная встреча. Хань Ли медленно встал и протянул руку к ближайшему красному облаку. Внезапно большая лазурная рука материализовалась в воздухе и схватила его. Он уставился на руку и неожиданно сделал странный жест рукой, а затем пробормотал заклинание. Большая рука дрогнула, а затем сжала кулак вокруг облака. Затем рука засверкала ярким лазурным светом и вскоре приняла форму шара. Затем он выплюнул нить голубого зарождающегося пламени и обернул его вокруг шара, а затем быстро погрузил шар в пламя. Затем Хань Ли прекратил читать заклинание и безмолвно посмотрел на шар света. Спустя какое-то время уголок его рта дернулся, и он взмахнул рукавом к огню и сместил его, обнажив бледно-красный жемчуг. Итак, я был прав. Такие блестящие методы сокрытия трансформации могут быть выполнены только древними культиваторами. Однако даже в древние времена об этом знали немногие культиваторы. К счастью, Синь Жуинь упомянула подобное описание ограничения в нефритовой пластинке, которую она дала мне давным-давно, иначе я бы действительно пропал.
Кажется, мне придется продолжать укреплять свои духовные глаза в будущем. Если я продолжу использовать воду духовного света в течение еще 100 лет, я смогу видеть даже высокоранговые иллюзорные трансформации. Хань Ли мрачно вздохнул от того, что не мог видеть сквозь эту иллюзию. Он больше не обращал внимания на красную жемчужину, плавающую в воздухе, и огляделся, увидев синее облако. Затем он потянулся к нему и начал окутывать его зарождающимся пламенем. На этот раз облако исчезло в мгновение ока. Хань Ли не удивился и просто потянулся к другому. После еще 2 неудач он в конечном итоге получил голубую жемчужину. Через полдня он приобрел желтую, лазурную и золотую жемчужину. Он торжественно протянул руку к этим жемчужинам, заставив их взлететь высоко в воздух. Затем он потянул руки к ним и заставил их медленно вращаться, постепенно ускоряя их, пока не образовалось кольцо радужного света. При виде этого Хань Ли поднял бровь и тихо закричал «Вперед!». Сделав жест заклинания, и радужное кольцо рассеялось, разлетевшись в разных направлениях. В мгновение ока они полетели к, казалось бы, несвязанным точкам и завертелись на месте, пульсируя в размерах, претерпевая странное изменение. Хань Ли невольно прищурился при виде этого, поскольку шары теперь были больше похожи на 5 сверкающих солнц. Как только они соединились вместе, мир начал расплываться вокруг него. Вскоре свет вспыхнул, и Хань Ли снова оказался у каменных ступеней рядом с огромным валуном. «Господин Даосист Хань! Брат Хань!» Бай Яой и старик Фу тревожно вскрикнули, увидев его. Они стояли в 10 метрах от него, и страдания на их лицах быстро превратились в восторг. «Неужели вы тоже попали в ловушку?» — спросил Хань Ли. Видимо, это брат Хань разрушил это странное ограничение. Я никогда прежде не видел такой мощной иллюзорной формации. Я думал, что останусь в этой ловушке до самой смерти. Старик Фу наигранно усмехнулся. Было ясно, что он сильно пострадал за это время. Его магическая сила и дух были повреждены в его попытках убежать. Со следом благодарности Бай Яой криво усмехнулась. Мои обстоятельства были примерно такими же. Большое спасибо брату Ханю, что спас нас. Хань Ли улыбнулся и сказал: «Ничего. Я случайно услышал о подобных ограничениях и смог их развеять. Это очень редкие древние ограничительные заклинания. Если я прав, то эта духовная трава, которую схватил брат Фу, на самом деле магический инструмент. Боюсь, тебя обманули. Этого не может быть. Неужели? Что это?» Не веря его словам, старик Фу достал нефритовую коробку и открыл ее, увидев обычный нефритовый скипетр. Он был сразу ошеломлен, увидев это. По правде говоря, мы уже были в иллюзии, когда приблизились к огромному камню. Брат Фу только активировал самое мощное ограничение, взяв эту духовную траву. Может, взглянем на нее еще раз? Хань Ли указал в направлении скалы. Другие оглянулись и увидели растения с фиолетовыми ягодами, растущими на ней. Эти древние культиваторы действительно хитры, раз поставили здесь такую ловушку. О чем они думали? Взволнованно сказал старик. Бай Яой изумленно сжала губы. «Не нужно так удивляться», — равнодушно сказал Хань Ли. «Это древнее ограничение должно было быть активировано теми, кто в него вошел. Естественно, что его внешний вид изменился. Однако я его не уничтожил, поэтому у нас мало времени. Эта гора отличается от своей репутации как духовной горы бессмертных. Это больше похоже на логово дракона». Старик Фу выглядел обиженным на то, что его обманули. Глаза Хань Ли мелькнули, и он сказал глубоким голосом: «Давайте будем более осторожными. Это место не просто старые руины. Мне удалось только снять это ограничение благодаря чистой удаче, и я не уверен, что в следующий раз нам повезет так же. Давайте лишний раз не будем разжигать беду». Старик Фу смущенно рассмеялся: «Будь уверен, я больше не буду действовать так опрометчиво». Бай Яой задумчиво кивнула. «Тогда нам пора». Шум впереди уже прекратился. За последние несколько дней они, возможно, уже достигли вершины. Хань Ли посмотрел на вершину горы и поднялся по лестнице. Двое других последовали за ним. Несколько часов спустя трое пролетели мимо нескольких огромных скал, в конце концов достигнув каменного павильона, где ранее был клан Ей, где исчез Сян Чжили. Увидев это место, Хань Ли вздохнул, и трое остановились, глядя на павильон вдалеке. Старик Фу и Бай Яой осмотрелись и заметили кое-что странное. В рыхлой грязи, окружавшей этот район, были мелкие следы, которые было сложно заметить с первого взгляда. Бай Яой приподняла бровь и сказала: «Другие уже были здесь». Старик Фу пробормотал про себя и указал на предмет со стороны павильона: «Посмотрите на этот камень». Глубокая узкая канавка покрывала поверхность длиной 10 метров.
Нетрудно было догадаться, что это был след от острова Мичаци. Он был случайно оставлен седьмым дядей клана Е во время их битвы с львиным ястребом. Глаза Бай Яои загорелись, этот знак новый. Кажется, на них что-то напало. Неужели это серебрянокрылый ночной демон? Хань Ли сказал спокойным тоном: возможно, но в любом случае они пошли дальше. Это должно спасти нас от неприятностей. Услышав это, старик Фу улыбнулся и собирался что-то сказать, но был прерван внезапной вспышкой белого рядом с появлением бесцветной световой завесы. Впереди появилось несколько белых силуэтов. Хань Ли и Бай Яои обрадовались, найдя выход, к которому стремились. Однако старик Фу побледнел при виде этого и закричал: «Несокрушимые чевкающие демоны! Это воплощение старого дьявола Цаня!» Услышав это, Хань Ли был ошеломлен. Ему казалось, что он уже где-то слышал о них раньше, но прежде чем что-то пришло в голову, он заметил, что лицо Бай Яои также побледнело. Вскоре появилось 5 одинаковых белых силуэтов. Эти силуэты появились в один ряд. Все их силуэты взглянули на Хань Ли, а затем на его спутников. Великий старейшина секты рассеивающийся инь. Когда Хань Ли, наконец, узнал 5 странных существ, он мгновенно изменился в лице. Значит, это господин Даосист Фу, какое совпадение! Неудивительно, почему я не смог тебя найти. Оказалось, что ты вошел сюда первым. Судя по странному наряду этой женщины, она должна быть культиваторша из ночного северного дворца. Меня можно считать старым другом мадам Лю вашего дворца. Что касается этого последнего господина, может, это брат Хань с небесного южного региона. Мы вместе с моей сектой и со старейшиной храма бесконечного неба уже так долго ищем тебя. Сначала в голосе старого дьявола Цаня звучало удивление, но потом он изменился на дикий смех. Глава 1003. Враждебность. Когда Бай Яои и старик Фу услышали имя Хань Ли, связанное с небесным южным регионом, они с недоумением посмотрели на него. Хань Ли, однако, сосредоточился только на 5 белых силуэтах, мрачно глядя на них. Он лично убил старейшину секты рассеивающейся инь и забрал у него реликвию секты, флаг рассеивания призраков. Пытаться решить все дипломатическим путем было невозможно. Стоило также упомянуть, что он намеревался овладеть техникой снятия печати проклятой души, наложенной на его спутницу Да, но эту технику знали только мастер секты и великий старейшина. Изначально он планировал напасть на мастера секты, но теперь он неожиданно столкнулся с великим старейшиной секты и начал размышлять над тем, стоит ли вступать с ним в смертельную битву. В конце концов, эти двое были самыми важными людьми в секте рассеивающейся инь. Встретить кого-то из них была редкая возможность. Этот великий старейшина, очевидно, должен оказаться более жестоким противником, чем серебрянокрылый ночной демон. У ночного злодея не было совместимых с ним сокровищ, и на его теле были ограничения, но даже так он чуть не убил Хань Ли. Однако Хань Ли использовал всю мощь своих способностей, не используя только великую марионетку монарха расщепления души. В этом случае должен быть шанс на победу. И даже если бы несокрушимые чевкающие демоны были очень могущественны, как говорилось в слухах, его божественная дьявольская молния должна быть достаточно эффективной, чтобы сдерживать их. Не успел он об этом подумать, как средний из 5 силуэтов внезапно поднял руку в жесте заклинания, и его тело засветилось серым светом, конденсируя перед собой образ культиватора в серой мантии. Такой поворот событий был совершенно неожиданным. Слой слабой серой ци закрывал его лицо, но по цвету седых волос на лице было понятно, что он преклонного возраста. Появилось истинное тело старого дьявола Цаня. В этот момент все трое насторожились. Они не могли понять, что он думает. Старый дьявол молчал во время этого, а затем похлопал по своей сумке для хранения и вынул и маленький черный флаг. Затем он взмахнул им в их направлении. При виде этого старик Фу изменился в лице и поспешно призвал свой сокровище в руку. Бай Яои покрыла свое тело ледяным светом, мгновенно создав барьер. Хань Ли же просто наблюдал за действиями старого дьявола Цаня, вскинув брови. Постепенно выражение лица Хань Ли становилось все более мрачным. Как странно, действительно. Флаг мерцал черным светом, не показывая никаких других необычных знаков. Это очень удивило его. «Брат Цань, почему ты достал свой призрачный флаг? Неужели ты хочешь развязать войну между нашими сектами?» Хотя старик Фу, очевидно, боялся старого дьявола, на его стороне было 3 культиватора средней стадии зарождающейся души, один из которых, в частности, обладал глубокими способностями. Вместе им было нечего бояться. Старый дьявол Цань посмотрел на них и спокойно сказал: «Я не заинтересован в начале войны. Однако, у меня есть нерешенные дела с братом Ханем.
Поскольку вы двое не имеете к этому никакого отношения, я не стану вас задерживать. Похоже, мы подумали об одном и том же, сказал Хань Ли со спокойной улыбкой. Я давно слышал о впечатляющей репутации твоих несокрушимых чевкающих демонов. Я хочу лично проверить их силу. Услышав это, они испуганно переглянулись. Старый дьявол Цань также был несколько удивлен и начал осматривать Хань Ли. Старик Фу напряженно нахмурился. Это брат Цань. Хотя я знаю, что между твоей сектой и братом Ханем есть противоречие, неуместно решать вопросы здесь. Разве брат Цань не хочет сначала получше осмотреть эту гору? Он сказал это не для какого-то реального намерения защитить Хань Ли. Гора Куню была чрезвычайно опасным местом, и старый дьявол Цань был значительным членом их альянса дьявольского Да. Он не хотел, чтобы тот попал в беду. Кроме того, с другой стороны, это выглядело так, как будто он собирался внезапно оставить Хань Ли одного, поскольку они все еще были вместе. Ну, конечно, я осмотрю эту гору. Однако, моя секта давно ищет даосиста Ханя. Сначала мы решим вопрос, это дело не терпит отлагательства. Брат Фу хочет вмешаться. Старый дьявол Цань хмыкнул в ответ. Бай Яой решительно сказала, за пределами этой горы я не собираюсь участвовать в вашем споре. Но мы намерены исследовать эту гору, пока мы еще здесь. Боюсь, я не смогу последовать твоему предложению. Она боялась потерять Хань Ли, могущественного союзника, что сделало бы весь этот путь стать намного более опасным. Что наиболее важно, она лично была свидетелем ужасающих способностей Хань Ли и верила, что он не боялся этого старого дьявола. Иначе она, вероятно, никогда бы не сказала это. Видя, что эти двое не сдаются, холодный блеск мелькнул в глазах старого дьявола. От его взгляда кровь стыла в жилах. Старик Фу и Бай Яой почувствовали, как их сердце ушло в пятки, но виду они не подали. Хорошо, кажется, этот вопрос придется отложить на потом. Однако ему в руки попало сокровище моей секты. Я отпущу его, если он вернет мне его, или я силой заставлю вас троих. Сказав это, старый дьявол перевел свой ледяной взгляд на Хань Ли. Хань Ли засмеялся и открыто сказал: «А ты имеешь в виду этот флаг рассеивания призраков?» Старый дьявол Цань тихим голосом сказал: «Когда 4-й старейшина нашей секты погиб в бою, флаг попал в твои руки. Отдай его, и я оставлю тебя на время». Немного помолчав, Хань Ли взглянул на небо и усмехнулся: «Твой тон довольно высокомерен. Я могу вернуть тебе флаг рассеивания призраков, но у меня есть одно условие. Хочешь послушать? Ты убил 4-го старейшину нашей секты и отобрали у него наследие моей секты. Как ты смеешь ставить условия? Кем ты себя возомнил?» Старый дьявол яростно улыбнулся, а демоны позади него вдруг оказались спереди. Атмосфера в воздухе внезапно стала напряженной. Старик Фу был шокирован таким поворотом событий, и на его лице появилось удивление. Будучи другими членами Альянса Дьявольского Да, секта 9 безмятежностей слышала об исчезновении 4-го старейшины секты рассеивающейся Инь. Старик Фу был застигнут врасплох, услышав, что Хань Ли убил их знаменитого 4-го старейшину. И казалось, что в его руки попал один из знаменитых флагов секты, флаг рассеивания призраков. Неудивительно, что старый дьявол Цань не хотел отпускать Хань Ли, хотя знал, что сейчас не лучшее время выяснять отношения. Даже и говорить не стоило о том, почему Хань Ли скрывал свое происхождение. Хань Ли фыркнул, изменившись в лице: «С твоей стороны все так просто, вернуть тебе флаг, но по какой-то чертовой причине 4-й старейшина твоей секты преследовал меня и напал на мою спутницу Да. С чего мне вдруг возвращать тебе флаг?» Старый дьявол сказал равнодушным тоном: «Меня не волнует то, что он делал в небесном южном регионе. Однако, я твердо намерен вернуть себе наследие нашей секты, иначе это станет большой потерей престижа». «Значит, ты даже не собираешься меня выслушать?» Хань Ли прищурился. «Хе-хе, если бы ты был великим старейшиной одной из 10 великих сект, я бы тебя послушал, а так, ты всего лишь никчемный культиватор небесного южного региона. С чего мне говорить с тобой на равных?» Старый дьявол дико рассмеялся. Затем его тело внезапно взорвалось в облаке зловещей ци и слилось с белыми силуэтами. Все 5 внезапно вспыхнули серым светом, и их изначально неподвижные глаза оживились кровожадным безумием. Старик Фу вдруг что-то вспомнил и с сожалением сказал: «Чёрт! Я почти забыл. Этот старый дьявол культивирует высшее апатическое искусство, в результате чего его характер такой вспыльчивый. Наши угрозы только разозлили его». Бай Яой нахмурилась, услышав это, и, не говоря ни слова, подняла руку, вызвав в воздух кристаллический летающий меч и заставив его вращаться вокруг ее головы. Хань Ли прищурился и, взмахнув рукавом, вызвал веер 3 огней в свою руку.
После этого он украдкой хлопнул по сумке для хранения другой рукой и быстро сосредоточил свое духовное чутье на великой марионетке. Он решил сражаться на полную. Когда двое других начали свою атаку, он немедленно выпустил бы марионетку и нанес серьезную травму старому дьяволу Циню. Даже если бы он не мог убить его, а только повредил его культивации, это было бы удовлетворительным результатом. Таким образом, он заставит его выполнить его условия в следующий раз, когда они сразятся. Хань Ли никогда не забывал о проклятой печати души, которая поразила Наньгун Ван. Он мог расслабиться только тогда, когда завладеет техникой, которая может рассеять печать. Даже если это приведет к тому, что секта рассеивающийся инь будет преследовать его вечно, он не будет колебаться ни в малейшей степени. Чевкающие демоны вдруг выпустили странный крик, и их тела стали почти прозрачными. Они превратились в дым и злорадно полетели к троим. Однако в этот момент завеса света, на которой появились белые силуэты, внезапно взорвалась, наполнив окружающее пространство ослепительным сиянием. Прежде чем они смогли понять, что происходит, свет взорвался несколько раз, выпуская дюжину различных полос. Они сделали круг, а как только свет погас, внутри стало возможным разглядеть людей. Глава 1004. Каменные марионетки. Старый дьявол Цань удивленно остановил свою атаку и поспешно повернулся, насторожившись, что сейчас произошло. «Почему вы в такой панике?» Культиваторы, появившиеся из световой завесы, были в плачевном состоянии, хотя все они были на стадии зарождающейся души. Каким бы наглым он ни был, он не решался оставить это без внимания. У него появилось плохое предчувствие. Вновь прибывшими были 4 старейшин секты священного яда и группа из 5 бродячих культиваторов, в которую входил мутный мастер рассеянного ветра. Один из них сказал: «Твои способности поражают. Ты прибыл на шаг быстрее нас. А это даосист Фу из секты 9 безмятежностей. А кто двое других? Значит, это брат Хуа. Ты как раз вовремя». Со следом затяжного беспокойства старик Фу быстро спросил: «Может, вы расскажете нам, что только что произошло?» Заговорил крупный человек из бродячих культиваторов: «Об этом мы собирались спросить у вас. Раз вы прибыли раньше, мы решили, что это вы установили иллюзорную формацию снаружи. Она взорвалась, когда мы вошли, закрыв отверстие». Услышав это, они сразу изменились в лицах и недружелюбно уставились на Хань Ли, Бай Яои и старика Фу. «Вы не понимаете. Когда мы сюда прибыли, здесь уже были другие. Мы не имеем никакого отношения к той иллюзорной формации, о которой вы говорите», — с мрачным выражением на лице сказал старик Фу и спросил прямо: «Вы прямо сейчас собираетесь выяснять отношения?» В таких сложных ситуациях нельзя было проявить слабость или риск подвергнуться нападкам со всех сторон. Здесь есть другие. На этот раз даже старый дьявол Цань удивился. Старик Фу фыркнул и объяснил: «Нас случайно телепортировало сюда древней транспортной формацией. Тогда мы услышали звуки, словно кто-то пытался разрушить ограничительное заклинание на вершине. Однако, последние несколько дней мы были в ловушке иллюзорной формации и потеряли их след. Я считаю, что та иллюзорная формация наверняка имеет к ним какое-то отношение». Это правда. Большой человек и остальные культиваторы, казалось, не верили им. Великий старейшина секты священного яда Хуатинцы сказал: «Брат Фу является старейшиной секты 9 безмятежностей. Если бы они действительно сняли печать, тогда их старейшина секты ГУ должен был лично руководить этим вопросом». «И то верно», — сказал крупный мужчина, немного подумав. Хуатинцы из любопытства оглянулся и сказал: «Но когда мы вошли, вы трое и брат Сань, казалось, были в ссоре. Неужели вы чем-то оскорбили друг друга?» Было очевидно, что они готовы к битве. Это старик колебался с ответом. В дворцовом зале на вершине горы Куню эксцентрик с большой головой держал в руке маленький золотой молоток. С каждым взмахом руки он вызывал дугу серебристо-белой молнии, разрушая каменные марионетки одну за другой. Позади него другие старейшины клана и управляли своими магическими сокровищами, яростно нападая на каменных марионеток перед ними. Все марионетки выглядели как птицы или четвероногие звери. Они были не только невероятно крепкими, но и могли испускать изо рта много простых магических приемов. Они ворвались в зал из окружающих дворцовых коридоров, им не было ни конца, ни края. Культиваторы клана Е сохраняли спокойствие перед лицом этих неустанных врагов и были сосредоточены на управлении своими магическими инструментами, словно они просто затихали на время. Вскоре после этого раздался сильный взрыв. Коридор рухнул и остановил поток каменных кукол с ним. Культиваторы клана Е улыбались. Вскоре после этого 3 других коридора рухнули один за другим, полностью отрезав поток марионеток.
Вскоре старейшины истребили оставшихся в зале марионеток. Один из них подумал, что это за мир. Они сильно отличаются от механизмов нынешнего века. Уничтожив нападавших, все присутствующие расслабились и сели со скрещенными ногами, держа духовные камни в руках. Хотя ситуация не выглядела очень опасной, они использовали всю мощь своих магических сокровищ и потратили большую часть своей силы. Вскоре полоска белого света вылетела из последнего разрушенного коридора и быстро прибыла к ним. Это был конфуцианский ученый в белых одеждах. Он улыбнулся и сказал: «Старейшина Хань, ты был правы. Эти коридоры ведут к боковым комнатам, откуда они появлялись. Я уничтожил все ограничения в соответствии с твоим руководством». «Пустяки», — спокойно ответил замаскированный высший демон, «я узнал об этой великой марионетке из древней книги, на которую наткнулся случайно. Если бы мы просто пытались их победить, нас бы измотали». Ученый хихикнул и радостно сказал: «Кажется, что взять тебя с собой было хорошим выбором. Боюсь, что в будущем нам придется снова полагаться на тебя. Великий старейшина, ты мне льстишь. Я бы и так сделал все возможное, несмотря ни на что». Высший демон слегка улыбнулся, сказав вежливым тоном. Ученый с удовлетворением кивнул в ответ. Вдруг эксцентрик с большой головой засмеялся. «Должно быть, пришло время взорвать формацию, которую мы разместили. Если нам повезет, это может выиграть нам время». Действительно, строгим тоном ответил ученый, к настоящему времени уже должны были прибыть люди, которые торопятся пройти, учитывая, сколько мы здесь уже провели времени. Формация должна скрыть отверстие на некоторое время. В любом случае, печать через некоторое время ослабнет даже без нашего вмешательства. Еще есть время, пока печать полностью не разрушится. Его должно быть достаточно, чтобы мы успели захватить сокровища. Эксцентрик повернулся к ученому и спросил: «Но где мы конкретно на горе?» «Конечно, мы не можем быть слишком далеко от главных зданий». Ученый задумался и медленно сказал: «Да, наверное, так и есть. Однако сейчас мы чаще сталкиваемся с ограничительными заклинаниями. Очевидно, что мы уже около важного места на горе Куню. Это хорошо. Однако есть кое-какая проблема. Тот серебрянокрылый ночной демон преследует нас. Почему это? Может, он хочет напасть на нас?» Эксцентрик повернулся и с опаской взглянул на вход в большой зал. Остальные неосознанно последили за его взглядом, но ничего не обнаружили. Однако они знали, что он, скорее всего, скрывается и наблюдает за ними издалека. И если бы не тот факт, что у них было 2 культиватора на поздней стадии зарождающейся души, они не посмели продолжать идти вперед. Ученый на мгновение пробормотал про себя и сказал: «С ним будет довольно сложно справиться. Если бы у нас было достаточно времени, мы могли бы ранить его или даже выследить. Однако время имеет существенное значение. Сейчас он только наблюдает за нами, и мы рискуем разозлить его, если начнем действовать. Возможно, позже он сам попадется в ловушку». Услышав это, другие сочли его слова разумными и согласились. В конце концов, демон обладал мастерскими техниками передвижения. Им было почти невозможно сбежать от него. Восстановив часть своей магической силы, они немедленно покинули зал и пошли дальше. Внезапно их окружение засветилось огнями, и они были ошеломлены. Перед ними появилась дюжина лестниц, которые тянулись в разные стороны. Однако каждый путь был покрыт белым туманом, поэтому никто не мог сказать, куда они вели. Это поразило их. Один из старших культиваторов вздохнул и повернулся к ученому с кривой улыбкой: «Как мы с этим справимся? Даже если мы разделимся, мы все равно не сможем обыскать все тут». Ученый быстро успокоил старика: «Не надо нервничать. Это ясно показывает, что мы достигли центра горы Куню. О том, чтобы разделиться, не может быть и речи, мы не сможем защитить себя в одиночку. Может, сходим сначала туда и посмотрим». Он указал на платформу из белого нефрита, где все ступени соединялись. Она была длинная в пару километров и выглядела очень массивной. Остальные не возражали и последовали за ними, взлетев в воздух. Но недалеко от их пути все они упали на землю. Здесь ограничение, запрещающее полет. «Зачем его сюда ставить?» — крикнул эксцентрик. К счастью, они не успели взлететь высоко и поэтому не получили никаких травм. Скорее, они были рады обнаружить это ограничение. Это был знак того, что они вошли в очень важное место в горах Куню. Глава 1005. Пагода подавления демона и павильон духовных сокровищ. Услышав объяснение старика Фу, Хуатиньцзы удивился: «Значит, даосист Хань с небесного южного региона. Ваших соотечественников не так часто можно встретить здесь.
Но независимо от того, что произошло, с тех пор, как ты убил старейшину секты рассеивающейся инь и забрали его флаг рассеивания призраков, этот вопрос не так легко решить. Другие также взволновались и с любопытством взглянули на Ханли. Культиваторы Великого Цзиня знали, что Небесный Южный регион был не особо примечательным местом. То, что такой человек стоял перед ними и спровоцировал секту рассеивающейся инь, вызвало большое любопытство. «Я просто защищал себя», — спокойно сказал Ханли, — «если бы их старейшина не спровоцировал меня, я не был бы вовлечен в этот беспорядок». Большой человек из группы бродячих культиваторов тревожно сказал: «Хватит. В любом случае, вы трое уже пробыли здесь какое-то время и должны знать, где мы находимся, верно?» Глаза Ханли переместились, и он спокойно ответил: «Конечно, это легендарная гора Куню». Гора Куню, прибывшие какое-то время, были ошеломлены, а затем обрадовались. Даже старый дьявол Цань был удивлен. Старейшины секты священного яда уже знали это, поэтому они лишь переглянулись между собой. Их старший, Хуатинцы, потер подбородок и повернулся к белым силуэтам. Стоит также упомянуть, что впереди нас тоже есть люди. Мы не знаем, сколько их и каковы их силы. Но раз они смогли вскрыть такую большую печать, они достаточно сильные. Брат Цань, независимо от того, какой у вас конфликт с господином Ханем, сейчас не время сражаться. Не лучше ли нам взяться, объединиться и прогнать другую группу с горы? После этого мы можем разделить сокровища горы Куню. Тогда уже и решайте свой конфликт. Объединиться. Старый дьявол Цань замолчал, размышляя. Мастер рассеянного ветра и 4 его спутника вдруг изменились в лицах и стали перешептываться между собой с помощью передачи голоса. В этих обстоятельствах старик Фу и Бай Яои вздохнули. Хотя они были уверены, что смогут вместе сражаться против старого дьявола Цаня, они оказались в невероятно неловкой ситуации. Ханли неосознанно нахмурился и внутренне вздохнул. Казалось, ему придется найти другую возможность, чтобы найти способ снять проклятую печать души. С этой мыслью он взглянул туда, откуда появились культиваторы, и спросил: «Господин Даосист Хуа, каков ущерб открытию печати после этого взрыва? Мы еще сможем уйти?» Хуатинцы вздохнул: «Может, сам посмотришь. Позже он может измениться, что проход определенно заблокирован на ближайшее будущее». Ханли поджал губы и, немного поколебавшись, пролетел прямо к световой завесе и исчез в ней. Бай Яой и старик Фу быстро переключили свое внимание на это. Через мгновение он вышел из завесы с угрюмым выражением лица. Он посмотрел на 2 своих товарищей и покачал головой. Это правда, проход заблокирован, но в конечном итоге он восстановится. А пока давайте пройдем вглубь горы. Следующие события были простыми. Несмотря на великое высокомерие старого дьявола Цаня, он знал, что это не то место, где можно уладить дела. Это была отличная возможность приобрести великие сокровища, и он не хотел возвращаться с пустыми руками. Таким образом, он был вынужден на время отпустить Ханли. Какое-то время присутствующие обдумывали временный альянс, но в итоге согласились. Объединившись, Хуатинцы сказал: «Вместе мы сможем сравниться с тем, кто впереди нас, даже если они культиваторы из 10 великих сект. Давайте отправимся в путь до того, как другая страна нашла сокровища». Сказав это, он влетел вверх по каменным ступеням. Старый дьявол Цань холодно фыркнул, и 5 его демонов объединились, последовав за ними. Ханли и компания молча взлетели вверх по лестнице. Члены клана Е в настоящее время находились перед Белой Нефритовой площадью. Она простиралась на 5-ю часть километра и была сделана из прекрасного нефрита. Вокруг стояли колонны высотой более 30 метров. На каждой нефритовой колонне мастерски выгравированы редкие, почти как живые, духовные звери. Однако они смотрели не на эти столбы, а на другой конец площади. Впереди были каменные ступени, и перед ними были установлены огромные нефритовые таблички с названиями различных мест, таких как Зал Фортуны и Павильон Золотого Камня. Культиваторы погружены в свои мысли, уставившись на них. Культиватор из толпы сказал: «Есть только 3 места, где мы, скорее всего, найдем божественные духовные сокровища. Самым главным из них является Зал Куню. Рядом с ним находится павильон духовных сокровищ, а дальше всего находится пагода подавления демона». Ученый и эксцентрик ничего не сказала, оставаясь в раздумьях. Культиватор добавил: «Зал Кунпу находится в центре горы. И, учитывая название павильона духовных сокровищ, именно здесь древние культиваторы хранили свои сокровища. Вряд ли там есть сокровища. В пагоде подавления демонов, очевидно, раньше заключали демонов. Учитывая странные обстоятельства печати горы Куню, очень вероятно, что там хранятся божественные духовные сокровища. В конце концов, они использовали бы силу сокровищ, чтобы подавить этих демонов.
В конце концов ученый хмыкнул и сказал: «Хорошо сказано. Я также чувствую, что сокровища Божественного Духа должны быть помещены в одну из этих 3 областей. Однако у нас нет возможности просматривать каждое место, поэтому нам нужно выбрать одно из 2 мест». «Какие 2?» — нерешительно спросил эксцентрик. Ученый сделал паузу, а затем сказал: «Павильон духовных сокровищ и пагода подавления демонов». Эксцентрик покачал головой и сказал: «Эти 2. Я чувствую, что зал Куню — более оптимальный выбор, чем пагода подавления демона». Ученый усмехнулся и спокойно объяснил: «В зале духовных сокровищ, скорее всего, могут быть сокровища, даже если нам не удастся приобрести божественные духовные сокровища. Зал Куню слишком очевидный выбор, и, вероятно, там много ловушек и ограничений. Поскольку гора была запечатана, полагаю, что эти 2 сокровища вряд ли будут в зале Куню. Скорее всего, он используется для подавления какого-то демона в пагоде подавления демона». Эксцентрик, в конце концов, покачал головой. «Звучит разумно, но я верю, что нам стоит заглянуть в зал Куню хотя бы потому, что это центральное здание горы». Ученый криво улыбнулся и сказал: «Я понимаю, но у нас так много людей. Слишком сложно разделить на 2 группы, не говоря уже о 3. Другие начали обсуждать свой план действий с несколькими членами, каждый из которых находил другую сторону более разумной. Какое-то время они не могли принять решение. Когда эксцентрик увидел, что они оказались в тупике, он вдруг внес странное предложение: «Наша группа состоит из 9 человек. Как насчет того, чтобы мы разделились на 3 группы и отправились и в павильон духовных сокровищ, и в пагоду подавления демона? Последняя группа отправится в зал Куню. Они должны быть опытными в техниках перемещения. Если они обнаружат проблему, они повернут назад, и мы будем уведомлены о том, что произошло. Если же путешествие пройдет гладко, мы сможем отправиться в зал Куню». «Отлично. Так и сделаем. Однако, поскольку старейшины будут в одиночку, они станут целью львиного ястреба и серебрянокрылого ночного демона. Мы должны дать им переполненный небесный браслет», — сказал ученый. «С этим сокровищем они смогут защитить себя от любой опасности, с которой могут столкнуться», — эксцентрик не возражал. Затем они быстро разделились по группам, и каждая направилась в свое направление. За эксцентриком последовал замаскированный высший демон, а мужчина средних лет с квадратным лицом был выбран для исследования зала Куню. Это не было неожиданностью, поскольку культиватор с квадратным лицом был 3-м по силе среди всех старейшин. Немного поколебавшись, ученый согласился и предложил ему белый браслет. Он предупредил: «Каждая активация переполненного небесного браслета требует использования твоей сущности крови. Пользуйся им с умом». «Не волнуйся, я прекрасно знаю об этом», — культиватор с квадратным лицом взял браслет с торжественным выражением лица. Эксцентрик сказал: «Говорят, что пагода подавления демонов специализируется на сдерживании злых духов, демонов, дьяволов и других подобных существ. Я не знаю, есть ли там еще кто-нибудь, но я пойду туда». Ученый усмехнулся, сказав: «Кажется, мы подумали об одном и том же. Изначально меня очень заинтересовала пагода подавления демонов, но поскольку 7-й дядя сказал это первым, я не буду возражать. Я отправлюсь в павильон духовных сокровищ».